Всем привет! 30 декабря с утра зарядили дожди. Если поначалу я еще ехал по суху, то к пещерам Бату я добрался все-таки немного вымокшим. Опять было лень останавливаться и надевать дождевик. Подумал, что под таким моросящим дождем чуток помокнуть страшно не будет. Ветром потом подсушит и все. И в целом тактика сработала. Почти. Кеды все-таки промокли насквозь. В общем, не надо было лениться. Пещеры Бату, к которым я ехал, это чуть ли не главная достопримечательность Куала-Лумпура. Хотя находятся они не в самом городе, а севернее, в пригороде. На въезде к пещерам был заметный трафик, и внутри полно людей, несмотря на непогоду. Но опять бонус мне как мотоциклисту. Въезд на парковку бесплатный. Первое, что бросается в глаза еще на подъезде к парковке, это золотая статуя бога Муругана. Ее высота почти 43 метра, да и сама гора своими размерами как бы намекает, что пещеры внутри будут огромные. Кстати, Бату в переводе с малайского означает «скала». И да, это большая гора из известняка. А пещера внутри нее порядка 400 миллионов лет. Известность для западного мира эти пещеры получили в 1878 году, когда о них узнали колониальные власти, а американский натуралист Уильям Хорнадей описал эти известковые горы. После эпохи и пещер Темпурунг я уже знал, что подобные места могут использоваться как помещения. Ну а что? Стены есть, крыша тоже, пространство немерено. Так что логично, что пещеры Бату использовались древними племенами как убежище. Куда интереснее, что во второй половине 19 века китайские поселенцы добывали здесь гуано летучих мышей для удобрений. А в наше время это место известно уже как религиозная святыня. Началась эта история в 1890 году, когда один местный и очень влиятельный бизнесмен, Пилай, так вдохновился входом в пещеру, что решил построить здесь храм в честь Муругана, индуистского бога войны. Типа вход в пещеру показался ему похожим на наконечник копья этого бога. И Пилай установил Мурти, священную статую, Шри Муругана Свами, в том месте, которое в наши дни известно как Храмовая пещера. А с 1892 года здесь проводится фестиваль Тайпусам. Это индуистский праздник поклонения богу Муругану, у которого верующие просят здоровья, исцеления и помощи для своих родных и близких. Отмечается в день полнолуния месяца Тай по тамильскому лунному календарю. В 24 году он был 24 января, в 25 11 февраля, а в 26 будет 1 февраля. В Малайзии Тайпусам приравнен к государственным праздникам, поэтому день фестиваля и следующий за ним день – это выходные. Ну и в эти дни народу здесь на порядке больше. Видимо, чтобы облегчить доступ к храму для верующих, входу в пещеру в начале прошлого века сделали деревянную лестницу. В 1940 году бетонную, а современный вид она получила совсем недавно, в 2018 году, когда все 272 ступени выкрасили во все цвета радуги. Этот ремонт, кстати, вызвал серьезные споры, вплоть до обвинений в нарушении закона. Но, как по мне, сейчас лестница выглядит реально запоминающейся. А 29 января 2006 года у подножия лестницы была открыта эта самая золотая статуя бога Муругана. Одна из самых высоких статуй индуистских божеств в мире. Перед лестницей на площади по обеим сторонам сейчас также находятся индуистские храмы. Но снимать мокрые мотокеды я не был готов. Так что ограничился только созерцанием их со стороны. Несмотря на плохую погоду, сегодня просто полно людей, желающих посетить пещеру Бату. Я думаю, что здесь всегда так. Вход туда, кстати, бесплатный. А вот для того, чтобы зайти в индуистские храмы, придется разуться.
В прямом смысле, а в обуви нельзя. Пещеры, конечно, крутые, но есть один нюанс. Я уже был в пещерах Темпурунг, и Темпурунг по размерам, конечно, впечатление будет. Но зато здесь есть вписанный индуистский храм. Прямо там наверху. В любом случае, самое интересное и захватывающее место – это, конечно, сами пещеры. Они огромные. Особенно храмовая пещера. Она настолько большая, что индуйский храм в ней смотрится как игрушечный. Причем это там не единственная постройка. Внутри находятся и другие святыни, украшенные фресками и резьбой со сценами из индуистской мифологии. В общем, есть где погулять и есть что посмотреть. Кстати, ниже, где-то в районе 204 ступени, находится вход в темные пещеры. Их общая длина более 2 километров, и они как бы простираются под большой храмовой пещерой. А попасть туда можно только с гидом. Но мне хватило и самой популярной части этого места, впечатляющей и размерами, и красочностью видов.